Ритуал первый, девочки, с метлой. Метлу для защиты берем по субботам, в ночь с пятницы на субботу. Либо по полнолуниям. Кладем метлу на кресло, стул, кровать, где угодно. Садимся на нее, чтобы черный конец торчал. Тут мы садимся попой, и черный конец у нас должен торчать, девочки. Вот на этом мы должны с вами сидеть. Свет от свечи, либо электрический. В полутьме должно это все происходить. Держим в левой руке соль, пригоршню, в левой руке соль. В правой монеты, 6 штук любого номинала. И перед глазами держим заговор этот, записанный в вашей магической книжечке. И кружку с водой обязательно для питья. Итак, девочки, читаем заговор ритуала номер 1 с метлой. Это, как говорится, активация вашей метлы будет. Там текст будет вам сброшен. Я называюсь ведьмовским своим именем. Мы называем, девочки, не свое имя, а свое ведьмовское имя умершей бабушки, прабабушки по любой линии рода. Именно именем бабушки, а не сестры, мамы или других родственников, бабушки или прабабушки. Именно по прямой линии рода. Можно имя и отчество, можно просто имя. То есть вы произносите: я называюсь ведьмовским своим именем Сабина, например, Сабина Мустафовна, да, Мария Петровна, там еще кто-нибудь. Сажусь на метлу свою и заклинаюсь: никто меня не видит, никто меня не слышит, никто меня не трогает, никто меня не зовет, никто не кликает, никто не проклинает, никто мне не мешает, никто спать не ложит, никто не пробуждает. Я, имя прабабушки или бабушки, сижу с солью, откупом над землей, перед водой, как живая. И произносим свое имя. Например, я Елена. И я, и Елена я, как мертвая. Рассела на метлу, 2, полечу через реку, через перекресток, поперек моста, через трубу, с окна в окно, по дороге. Сверну на бездорожье, не бездорожье, а бездорожье, на Лысую гору, на Тайную поляну, где пробило уже 12 часов. И 12 ведьм там есть, и я 13-я. 13-я ведьма я, говорите свое имя, Елена, по имени. И называйте имя бабушки, прабабушки. Прилетела с метлы, слезла. То есть я говорю, да, 13-я ведьма я, Елена, по имени Мария, прилетела с метлы и слезла. Мутабар. Вот это имя, вот это мутабар, слово на латинском мы говорим либо просто мутабар, либо читайте, как умеете, на латинском, мертвом языке это. Там будет вам текст латинскими буквами переведен, да, но я, например, его читаю так, и я вам свою транскрипцию, как говорится, сбросила. Там в скобочках будет написано «Ловесад деваской медметат недет энда космис вирка сиет эстед ноис иопет оэтес яй покари войс дуэнас мед фекет эн аном эйном дуэной немет мало статут». Это на латинском языке. Если вы где-то ошибетесь, это не важно. Главное, вы говорите вот эту, знаете, тарабарщину, язык, на котором никто не говорит, да, и это на латинском. То есть вот такой вот классный заговор. Сейчас я его повторю как для себя, да, а вы уже просто подставите там свои имена, которые нужно будет поменять. И смотрите, как звучит заговор красиво. Я называюсь ведьмовским именем Марией. Сажусь на метлу свою и заклинаюсь: никто меня не видит, никто меня не слышит, никто меня не трогает, никто меня не зовет, никто не кликает, никто не проклинает, никто мне не мешает, никто спать не ложит, никто не пробуждает. Я, Мария, сижу с солью, откупом над землей, перед водой, как живая, и как Елена, как мертвая. Рассела на метлу, 2, полечу через реку, через перекресток, поперек моста,
через трубу, с окна в окно, по дороге сверну на бездорожье, на Лысую гору, на тайную поляну, где пробило уже 12 часов, и 12 ведьм там есть, а я 13-я ведьма. 13-я ведьма я, Елена, по имени Мария, прилетела с метлы, слезла, мутабор. Можно не мутабор, можно мутабор заменить вот этим большой вот этой тарабарщиной на латинском языке, да, причем там будет вам написанный перевод. Ловесад давайской медмитат нейтет, энде космис вирка сиет, эстет нойс иопет, айтес яй покари войс, дуэнес мед фекет, эн янам эйнам дуэной, немет мало статат. Встаете с метлы и молча соль сыпите за порог своего жилого дома, потому что потом в окно кидаете все 6 монет вместе с той жмени, где они были. Потом идете и выпиваете воду, что вы поставили. Понимаете? Встали с метлы, пошли, выкинули с той жмени соль за порог собственного дома, в окно все 6 монет с той жмени, в которой она была. Потом идете, возвращаетесь и выпиваете воду, которую вы поставили. Потом берете метлу в руки и ставите в угол за дверью любой комнаты. Если нет возможности спрятать за дверью, то прячем за зеркало, либо за шкаф, в угол, да. Периодически достаем для ритуалов, перепрятываем с тем же заговором. Желательно делать именно в пятницу вечером, ночью после 12, с пятницы на субботу, либо в субботу до 12 дня. Вот это время с пятницы, суббота, девочки, пятница, ночь, суббота. Важное время. Вообще активировать лучше именно ночью, да, но не у всех есть возможность, и я вам говорю, какое время для этого супер классное. Почему? Пятница, день Венеры, Венера орбитальный круг, у нее пентаграммный, понимаете, и вообще пятница это пентаграммный день, да, и с пятницы на субботу отличное время вообще для любого, в принципе, колдовства. Вот такие вот дела. Главное, до 12 дня в субботу, девочки. Ведьмам полезно знать древние языки. И слово в заговоре последнее ведьмовское звучит как мутабор, да? И оно переводится с латинского как «меня изменят», «я буду изменен», да? Это слово «превращение». Причем даже оно в сказке про халифа Аиста, может, кто читал, девочки, там было такое, что халиф баловался магией, да, и превращал себя то в аиста, то в халифа, то в аиста, то в халифа. И вот у него тоже было слово такое мутабор. Почему мутабор? Потому что это слово превращение, и оно переводится «я буду изменен». Я буду изменен, я не буду такой, как я есть. То есть ведьма тоже имеет два лица. Либо такая баба-яга, либо красивая женщина. И вот это и время превращения, слово мутабор. Либо сам заговор. Могут еще другие заговоры быть. Но для тех, кто хочет окунуться больше, прокачаться, обратите внимание, что вместо простого мутабор можно произнести заклинание. И латынь связана с магией с древних времен. Ведь одна из самых ранних надписей на латинском языке, дошедших до нас, как раз таки магический текст. Да? И нужно произнести эту дуэновую надпись дуэноса. Это были найдены возле Рима, короче, 3 соединенных между собой глиняных сосуда, очень-очень древние. И на них как раз-таки была нанесена эта надпись, поделенная на 3 части, да. И слова и буквы на сосудах настолько отличались от классической латыни, что ученые долго сомневались, что находка действительно относится к древнему Риму, да. А уж толкований надписи было сделано несколько десятков. И в упрощенной записи с разбиением на слова дуэнова надпись, которую мы с вами читаем для того, чтобы активировать метлу, такая вот. Перевод. Клянется богами тот, кто меня изготовляет. Да, и девочки, я, например, эти метлы делала для вас, и я клялась. Я работаю по Ведьмовскому кодексу. Я
идеально, не побоюсь этого слова, чиста, как говорится, перед ведьмовским законом. Если бы я бы делала порчи по заказу, привороты по заказу, это было бы уже просто колдовство, и я бы не могла, вот реально, не могла бы делать вот эти вот вещи, которые я делаю, понимаете? И эти слова: клянется богами тот, кто меня изготовляет. То есть я вам ее изготовила, девочки. Когда вы сами изготавливаете себе метлы, вы должны чисто по ведьмовскому кодексу никому не делать зла по заказу. Понимаете? Если дева тебе не улыбается, то пусть станет от нас теперь радость ей, согласие вам. Добрый человек сделал меня на благо, и доброму да не будет от меня зла. Вот это перевод того старого латинского, непонятного, дуэновского начертания, потому что оно магическое, мои дорогие. И еще вот, кстати, добавлю здесь, мои дорогие, вам про дуэновскую надпись «Почему 3 кувшина?». Кто-то хочет задать вопрос, да, почему там 3 кувшина, что это за надпись, почему именно 3. Объясняю, мои дорогие. Там были не просто 3 кувшина, соединенные между собой. Вот, соединенный кувшин 1, 2, 3 кувшин. И они были соединены вот так. Угадайте, что это такое, мои дорогие? Не знаете, да? Ну, кто-то не знает, может, кто-то знает. Так вот, это защита от демонов, потому что в малом ключе Соломона вот этот знак используется для управления демонами. А с 3 кувшинами это уже, как говорится, верхний левел. Как раз таки наша метла — это верхний левел. Мы с вами не низковибрационные, мы с вами, как говорится, занимаемся ведьмовством, а не просто колдовством, и можем себе это позволить. Вот такой вот, девочки, первый ритуал. Это у нас активация метлы. И дело в том, что вот эта вот активация, когда вы говорите, называете себя ведьмой, оно уже несет защиту вас с головы до ног. Понимаете? Вы делаете вот это вот биополе, энергополе вокруг себя, вы уже эгрегор, вы уже антенна, понимаете? Вот такой вот первый ритуал.